В 2017-м международная команда проекта «Скан-пирамид» применяла мионные детекторы, чтобы заглянуть внутрь знаменитой пирамиды Хеопса. Эти детекторы улавливают рождение субатомных частиц там, где гаснет свет звезд, следы распада и хаоса мертвых звезд, превращающегося в карту плотности камня. С помощью анализа десятков тысяч сигналов инженеры создали трехмерную карту внутренней структуры, не нарушая каменную оболочку. По итогам месяца сбора данных компьютер выдал сенсацию. Внутри пирамиды обнаружилась огромная полость, которая явно не соответствует ни одному из чертежей и проектов, известных исследователям. Это была пустота, что-то, чего не должно было быть в сердце сооружения, возведенного в эпоху, когда архитектурные технологии доверяли лишь камню и разуму людей. Согласно данным, величина пустоты буквально сравнима с пассажирским самолетом Airbus A320. Ее длина достигает не менее 30 метров, а высота в несколько этажей. Расположение указывает на то, что эта полость находится прямо над знаменитой Большой галереей, наклонным коридором, ведущим в усыпальницу фараона. Подобные масштабы один из них открывают вопрос: зачем древним строителям понадобилось скрывать такую гигантскую полость в рамках пирамиды? Что за функция могла быть у этого пустотного пространства? Ритуальное, конструктивное или что-то иное? Реакция мира оказалась бурной. Одни ведущие специалисты и медиа восприняли открытие как величайшую находку, другие восприняли ее как спорный пиар. Всплеск обсуждений породил массу вопросов. Что скрытой пустоте? Тайная усыпальница? Механический канал для подъема камня? Или нечто иное, что древние строители сознательно держали в секрете? Какие артефакты и технологии могли быть спрятаны внутри, и почему их не показывали миру ранее? Интересной вехой стала история 1837 года. Британский полковник Говард Уайс обнаружил железную пластину в южной вентиляционной шахте пирамиды. Это казалось противоречием эпохи. Пирамида возведена в эпоху бронзы, когда обработка железа была редким искусством. Скептики назвали находку фальсификацией, но в 1989 году анализ подтвердил древность пластины и ее ритуальное предназначение. Пластина стала доказательством того, что металлургия и металлообработка существовала в Древнем Египте задолго до официальных дат. Современные методы, металлография и масс-спектрометрия, подтвердили, что пластина действительно древняя и содержит следы позолоты. Это не метеоритное железо, а источник металла, добытого и обработанного на собственном уровне мастерства египтян. Эти данные говорят о том, что древние инженеры обладали технологиями металлургии, которые требуют понимания минералов, поведения металлов и технологических приемов, ранее не приписывавшихся культуре региона. Еще один шок – барельефы в храме Сети I, где на стенах обнаружены изображения, напоминающие техника XX века. Вертолет, танк, подводная лодка и даже похожий на дирижабль летающий аппарат. Эти находки разожгли жаркие дебаты в научном сообществе и среди сторонников палеоконтакта. Некоторые считают, что древние египтяне либо обладали утилитарными технологиями, либо неоднократно наблюдали их у богов, которые явились на Землю. Сложную тему объясняет палимпсест. На камнях Дендерской области часто встречаются перекрытые тексты. В Абидосе изображения на камне воспринимаются как наложение. Сначала высекались титулы фараона Сети I, затем поверх них титулы Рамсеса II. Со временем штукатурка отслоилась,
и два слоя символов смешались, создавая рисунки, которые выглядят как причудливые композиции, будто нечто технологическое вышло на поверхность. Некоторые исследователи сомневаются в том, что такая слоенность могла породить точные изображения вертолета и других объектов. Говорят, что пропорции и формы выглядят слишком точно, чтобы была случайность. Зато возникает мысль, а не скрывается ли за этим нечто еще? Почему таких изображений не увидели в других частях храма? Среди загадок – мумия, найденная в царском тайнике в Дейр-эль-Бахри. Она датирована эпохой позднего Нового Царства и отличается необычным уровнем консервации. Мумия была завернута в овечью шкуру, считавшуюся табу в ритуале, и внутри тела отсутствовали органы, что заставило ученых задуматься о необычных практиках погребения и возможном человеческом факторе в процессе мумирования. Современные методы, включая компьютерную томографию и ДНК-анализ, позволили идентифицировать мумии как принца Пентауэра, сына фараона Рамсеса III. Говорят, что принца могли казнить за участие в заговоре. А есть даже теория, что могли похоронить заживо. Эти детали прибавляют драматизма к общей мистике пирамид. В гробнице царицы Яхтеп обнаружено массивное золотое ожерелье с подвесками в виде мух, символ ордена Золотой Мухи, высшей военной награды за храбрость и настойчивость. Царица Яхтеп, регент при малолетнем сыне, лично руководила военными кампаниями. Ее регенство отразилось в тесном окунувшемся в золото артефакте. Барельефы в подземных криптах Дендерской области изображают египетских жрецов с предметами, похожими на газоразрядные лампы, внутри которых пометообразна змея, символ накала и света. Сторонники альтернативных теорий видят в этих изображениях некое устройство электрического освещения. Значит ли это, что древние цивилизации знали электричество? Подземный некрополь, якобы посвященный захоронению священных быков, вызывает сомнения у специалистов. Саркофаги вырезаны из цельного ассуанского гранита, базальта или диорита, породы, которые требуют тяжелой техники. Размеры и ровные поверхности заставляют задуматься о технологиях, недоступных в традиционных версиях истории. Вес саркофагов варьируется от 70 до 100 тонн. Поверхности отполированы до зеркального блеска, углы и плоскости идеальные. Большинство саркофагов найдены пустыми. Однако один содержит смесь костей животных, залитую битумом, что наводит на мысль о сложных ритуалах и попытках скрыть истинную функциональность артефактов. Как древние египтяне достигли столь точной обработки гранита без железных инструментов, остается загадкой. Появляются гипотезы о неизвестных техниках или дополнительных ролях материалов в процессе изготовления. Особую интригу вызывает незаконченный саркофаг в коридоре. Следов примитивной ручной обработки нет. Инженеры предполагают использование ультразвука или акустической левитации. Идеи, выходящие за рамки обычной археологии. Серапеум предстает как нечто вроде заброшенного производственного цеха, место, где создатели артефактов ушли, оставив их непознанными. Это подталкивает к мысли о сложной истории, в которой роль технологий и ритуалов могла переплетаться. Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 сопровождалось рядовой волной странностей и гибелей. Лорд Карнарвон умер от инфекции после укуса комара. Другие участники экспедиции умерли по различным причинам. Это породило легенду о проклятии. Как будто гробницы охраняют покой фараонов и сурово наказывают тех, кто нарушает их. Большая пустота может быть тайной усыпальницы фараона Хеопса,
или же внутренним пандусом, используемым в строительстве. В середине XX века французский архитектор Жан-Пьер Уден выдвинул гипотезу о существовании внутренних пандусов, что подпитывало дискуссии о том, как древние конструировали гиганты камня. Египетские власти остаются осторожными и не разрешают инвазивные исследования большой пустоты. Проект «Сканпирам» разрабатывает новые технологии, телескопы и методы сканирования, которые позволяли бы изучать пустоту без повреждения пирамиды. Это направление стало наиболее надежной дорожкой к ответам, не затрагивая целостности ЮНЕСКО-объекта. Скептики приводят рациональные объяснения странностям: токсичные грибки, плесень и естественные причины смерти. Говорят, что связь смертей с гробницей Тутанхамона не проклятие, а совпадение. Даже Картер, первооткрыватель, прожил еще 17 лет и умер естественной смертью в итоге. Серия непонятных смертей вокруг одного места породила легенду о духе фараона, мстящем за нарушение покоя гробницы. Немецкий инженер Рудольф Гантенбринг продолжил исследование узких шахт, пытаясь увидеть, что лежит дальше за дверями. Гантенбринг сконструировал робота Упаут-2, который спустился по узким шахтам к каменной двери, ведущей вглубь пирамиды. Робот обнаружил известняковую плиту с медными деталями, напоминающую дверцу. Это была первая запечатанная дверь внутри пирамиды со времен античности. Открытие вызвало скандал. Гантенбринг сообщил об открытиях британской прессе, что привело к его отстранению от работы. В 2002 новой экспедиции под эгидой National Geographic продолжила исследование, стремясь разобраться в загадках без повторного вмешательства в своды пирамиды. За первой дверью обнаружилась вторая, грубо обработанная каменная плита. На полу между двумя дверями нашли загадочные знаки, нанесенные красной охрой, намек на нечто древнее и символическое. Это добавило еще один уровень сложности к пониманию конструкции пирамиды. Египтологи предполагают, что шахты могли служить звездным путем для подъема духа фараона к небесам. Альтернативные исследователи видят в медных деталях электрические контакты или элементы механизма, предвестники технологий, скрытых внутри каменной оболочки. Большая пустота остается гигантской герметичной полостью над большой галереей, и ее существование порождает жаркие споры. Это бросает вызов классической египтологии и заставляет по-новому взглянуть на строительные принципы и секреты древних мастеров. Первая версия считает пустоту камерой, снижающей нагрузку на сводчатый потолок большой галереи. Вторая — разгрузочная камера, призванная перераспределять напряжение внутри конструкции. Третья версия предполагает особое назначение, связанное с духовными или технологическими аспектами. Возможно, и того, и другого, но детальные доказательства пока отсутствуют.